В небольшом уютном и тихом уголке, утопающем в зелени, находился дом, в котором жила молодая пара — Брукс и Хелли Линдси. Они были неразлучны, как, пожалуй, ни одна другая пара на свете, и мечтали о том, чтобы стать родителями. Ожидание их дочки стало самой замечательной и волнующей главой в их жизни, и с каждым днем Хелли становилась все ближе к моменту, которого они оба так долго ждали. Врачи прогнозировали, что ребенок появится на свет в конце мая, и это давало Бруксу надежду на то, что он сможет стать рядом в такой значимый момент. Он работал военнослужащим, и когда его вызвали на задание, которое должно было длиться 2 недели, он не мог поверить своему счастью, ожидая, что сможет увидеть появление своей дочери на свет и поддержать свою любимую супругу. С огромным волнением в сердце и светающими глазами он готовился к свойственным для его профессии испытаниям и обязанностям, уезжая на военно-воздушную базу в Техас, полон ожидания и надежд. Однако порой судьба оказывается круткой и непредсказуемой, играя злобные шутки над теми, кто одержим мечтами. Спустя всего 2 коротких и быстротечных дня после его отъезда Хелли почувствовала себя плохо. Ее здоровье начало внезапно подводить, врачи подозревали, что из-за стресса и изменений в организме ее давление начало подниматься до тревожно высоких уровней. Врачи, оценив ситуацию и риск, решили принять трудное и важное решение о том, чтобы искусственно стимулировать роды. Хелли, будучи полна страха и тревоги, набрала номер своего мужа, чтобы рассказать ему о происшедшем, тщетно пытаясь успокоить как себя, так и его. Каждый их разговор был наполнен переживаниями и надеждой, поскольку они жаждали разделить этот важный момент со своей дочкой. Волнение и стресс охватили ее, но она старалась быть сильной, заверяя Брукса, что преждевременные роды не повлияют на здоровье их доченьки. Оба были полны надежд и ожиданий о том, что смогут родить вместе, но, к глубокому и мучительному сожалению, это желание так и не суждено было осуществиться. Осознавая серьезность ситуации и чувство приближающегося разочарования, Брукс немедленно начал процесс получения увольнительного на несколько дней. Его сердце било тревожным ритмом в ожидании, что ему удастся поддержать Хелли в этот важный и трогательный момент. После успешного получения увольнительного Брукс направился в аэропорт с отчаянным стремлением, чтобы успеть попасть в свой город как можно быстрее. Однако, как это часто бывает в жизни, ему не повезло. Лучший рейс оказался доступным только на следующий день, когда его жена уже будет держать их крошечную дочку на руках и рада будет делиться счастьем с любимым. Более того, по этому билету ему нужно было делать пересадку в Далласе, что только добавляло еще больше стресса к уже и так непростой ситуации. Брукс, чувствуя себя беспомощным и подавленным, уже начал смиряться с мыслью о том, что не сможет увидеть трогательный момент появления своей дочери на свет, и, тяжело вздыхая, с отчаянием осознавал, что его мечта, возможно, никогда не сбудется. Но в этот критический момент его мама, зная о сильном желании своего сына быть рядом в такой волнующий момент,
быстро приняла решение, чтобы помочь своему мальчику. Зная, что время играет против ее сына, она связалась с Хелли и, используя FaceTime, пробралась в родильную палату, чтобы сделать видеозвонок. В этот момент Брукс сидел на полу в аэропорту Далласа. Его взгляд был прикован к монитору телефона, с замиранием сердца ожидая, что произойдет дальше. Его глаза не отрывались от экрана, и он с нетерпением следил за тем, что происходит с его женой, внимательно обращая внимание на каждую деталь. Ситуация была эмоционально насыщенной, и проходящие мимо люди стали замечать, как сильно переживает парень, у которого на лице отражались чувства любви, тревоги и волнения. Не зная, что на самом деле происходит, они подходили к нему, интересуясь, нужна ли ему помощь, выражая сострадание и объединяясь вокруг него в этом удивительном моменте человечности, который возник из кризиса и страха. Вскоре маленький зал ожидания рейсов стал настоящим залом ожидания родов, наполненным живыми эмоциями и радостными ожиданиями. Рядом с Бруксом собирались люди, абсолютно незнакомые друг другу, и начинали обмениваться словами поддержки и надежды. Они искренне сопереживали этому парню, поскольку сами вспомнили собственные переживания, когда стали родителями. Начало происходить самое интересное. Когда сотрудники аэропорта объявили о посадке на его рейс, он, осознав, что может пропустить свой самолет, направился к выходу и хотел было отключить трансляцию. Но тут в комнате раздался крик одного из врачей. «Ребенок уже на выходе! Не позвольте отцу сесть на рейс!» Секунду все замерли. Как он, так и сотрудники аэропорта, у которых были написаны четкие инструкции, какого рода работа они должны выполнять. Это был момент, когда произошла настоящая чудесная ситуация. Персонал аэропорта незамедлительно начал действовать, и был достигнут случайный, но необыкновенный договор с авиакомпанией о том, чтобы Брукс мог наблюдать процесс до самого конца, что было неслыханно в условиях строгих правил авиаперевозок. Рейс, который уже готовился к отправлению, был задержан, а Брукс с насмешливым недоумением и трепетом смотрел на экран своего телефона, который стал его единственным окном в мир событий, происходящих с его любимой. Наконец, как только из динамика раздались первые детские крики, весь аэропорт пришел в движение, бросившись поздравлять молодого папу с пополнением в их семье. Люди вокруг обнимались, радовались и смеялись искренне, как если бы это было их собственное чудо, которое происходило в их кругу. Хелли, слушая поздравления и пожелания от незнакомых ей людей, могла только улыбаться, испытывая гордость и счастье, и ощущала, как ее сердце наполняется любовью к малышке, лежащей на ее груди. Ее мечта обретала форму в этом маленьком существе, которое она так долго ждала и о котором заботилась с полной самоотдачей. Полный эмоций и счастья, Брукс вскоре направился к своему рейсу. Спустя пару часов
Преодолев физические и эмоциональные преграды, он, наконец, оказался в родильной палате, рядом с Хелли. И с любовью вроде бы, невозможно поддающейся описанию, смотрел на спящую прекрасную девочку. Милли. Это была настоящая радость, которую они оба так долго ожидали и о которой мечтали. Каждый момент, проведенный вместе, казался бесконечным, полным света и счастья. И они вместе смеялись и плакали от того, сколько таких светлых эмоций и переживаний они испытывали. Теперь, глядя на свою дочь, Брукс и Хелли поняли, что, несмотря ни на что, любовь и поддержка друг друга могут преодолеть любые преграды. Это был один из тех случаев, когда современные технологии оказались не просто удобством, а настоящей спасительной соломинкой в трудной ситуации. Добро, проявленное персоналом, который так дружелюбно и отзывчиво помогал, и невероятные обстоятельства собрали всех вместе в теплом дружеском окружении, и это все вселило надежду в сердца многих, кто был свидетелем этого живого и незабываемого чуда. Теперь они стали полноценной и крепкой семьей, и эта история их любви только начиналась, полная надежд, мечт и ожиданий на будущее. Брукс и Хелли были полны решимости и желания вместе преодолевать все будущие трудности, находя счастье в каждом моменте, который они проводят вместе. Мы не прощаемся с вами, и вскоре мы увидимся снова, чтобы поделиться еще большими историями и невероятными моментами нашей жизни. До скорой встречи. Пока-пока.